Все мы понимаем, что музыка Джереми Соула, написанная для Скайрима, это шедевр. Но что если бы у меня была задача написать музыку вместо него? Я решил не переписывать и не писать идентичный, очень похожий на работы Соула саундтрек. Я решил показать свое видение и чувство атмосферы игры в музыке, используя лишь отсылки к работам Джереми Соула. Изначально была задача определить, что именно я хочу. Музыку для трейлера, эмбиент музыку, текстуру, либо же вообще боевую музыку, подходящую для Скайрима. Эти мысли крутились у меня в голове, но по итогу я решил пойти от обратного и сначала найти футажи. Найдя футажи для визуала, я понял, что именно атмосфера, ностальгия, спокойствие мира пятых свитков — именно то, что сейчас мне бы интересно было передать. Изначально подумал про секунду, запоминающаяся мелодия с ностальгическими нотками, но решил, что это слишком быстро для того, что я задумал. Решил абстрагироваться и начал просто наигрывать мелодию на пианино, неспешную, отдаленную от суеты наших текущих будней. Роль пианино тут не поразить сложностью, а предложить простую, но вызывающую эмоции мелодию. Далее добавил арфу. Кажется, она как раз использовалась в секунду у Соула. В ее партии добавил еще пару нот, чуть усилив динамику и разнообразив мелодию. Она усилила эту мимолетную или даже мнимую атмосферу спокойствия. После этого я решил, что нужен атмосферный звук, который при этом добавит еще и низов. Пробовал использовать брас, пицциката контрабаса, но по итогу остановился на более мягком и спокойном варианте, который, как по мне, делал мелодию более воздушной и ностальгической. Для усиления эмоций на уровне текстуры добавились струнные на верхах. Далее также добавил бансури. И пусть этот инструмент ближе к инди, чем к холодному миру Скайрима, мелодия бансури добавила подходящей этнической атмосферы, перекликающейся с далеким свистом, напоминающей ветер, который гуляет между гор. И конечным вариантом было добавление барабана тайка. Он звучит не в быстром ритме, а редкими весомыми ударами, напоминающие сердцебиение, и отсылает нас к Dragonborn. Ну и, как по мне, неплохо вписывается и развивает композицию. Ну и хор, без которого музыка для Скайрима не могла бы обойтись. Также использовал его для развития и завершающего штриха всей целостности композиции. Далее прописал мелодию для развития основной темы. Решил, что нужно что-то простое, но отсылающее к бардовому, либо как минимум изменчивое по ритмике и динамике. Так появилась данная мелодия.
Тут же появилась идея добавления лютня. Собрал все это в единую композицию, сделал расстановку инструментов. Времени было не особо много, поэтому как успел. Ну а результат сейчас продемонстрирую вместе с футажами, что использовал при создании музыки. Приятного прослушивания. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Понравилось вам или нет, пишите в комментариях. Напишите о своем восприятии, что эта музыка вам напоминает, какие эмоции рождает. Напишите, о чем хотели бы еще увидеть ролик. Возможно, стоит написать музыку для каких-то инди-игр, либо также показать относительно футажей свое восприятие каких-то громких, более известных проектов. Пока что я еще в раздумьях, какие ролики лучше всего выпускать, поэтому ваши советы и предложения вполне вероятно смогут сформировать контент на этом канале. Как минимум, неплохо будет, если напишите саундтрек к какой игре или фильму вы хотели бы услышать в моей аранжировке. Если же вам будет нужна музыка для ваших проектов, все ссылки для связи будут в описании. Спасибо за просмотр.